Всем привет! Канал «Субъективно об Америке» приглашает вас послушать и посмотреть совершенно субъективный обзор природной катастрофы, стихийного бедствия, которое погрузило огромное количество людей Техаса во тьму и холод и стало причиной даже нескольких смертей. Местные придумали очень меткий и очень юмористический хэштег Snowcalypsis 2021. Ду-ду-ду-ду. Хьюстон славится своим мягким климатом, особенно зимой. Среднестатистическая температура в зимние месяцы от 63 до 45 градусов Фаренгейта, что равно примерно 17 до 7 градусов Цельсия. Иногда бывает 28, иногда бывает плюс 2, но никогда, но абсолютно выдающееся и крайне редко это когда температура опускается ниже нуля. Причиной этого природного явления стали волны холодного арктического воздуха, которые в принципе не редкость в это время года вокруг Северного полюса и в зоне Арктики. Однако же в этом году явно что-то пошло не так, и обычно зоны пониженного давления, которые это дело контролируют, что-то они в этом году не выполнили свою работу, и один из таких холодных фронтов прорвался и пришел на юг Америки. Первыми пострадавшими во всей этой истории стали участники огромной катастрофы, случившейся в городе Форт Уорт, что под Далласом. Катастрофа, в которой пострадало 130 автомобилей. Все началось из-за банального обледенения дорог, к которому техасцы, к сожалению, абсолютно непривычны. Столкнулись несколько автомобилей, а все остальные уже просто были не способны справляться с управлением. И очевидцы рассказывают, что они просто один на другой наезжали и были прямо один на другом. Время было 6 утра, в это время очень многие сотрудники служб охраны, полицейские, врачи, служащие из медицинской отрасли ехали на работу, и они фактически оказались запертыми в своих машинах и не могли выбраться. В этой аварии погибло 6 человек, еще более 50 были доставлены в госпитали. Ликвидация последствий аварии заняла почти 18 часов, но это было только начало. На следующий день, это была суббота, температура начала опускаться, приближаться к нулю. Я сейчас оперирую цельсиями, потому что с фаренгейтами до сих пор не разобралась. Температура начала приближаться к нулю, и начался дождь. Такой медленный, нудный дождь, который, приближаясь к земле, замерзал и покрывал все поверхности ровным слоем льда. Так называемый ice rain. И все бы было хорошо, выглядело довольно прекрасно на листьях и на деревьях, и на всяких украшениях, если бы точно так же он не облеплял собой все поверхности, по которым ездят, и не облеплял собой провода и все остальное, и не привел к очень серьезным последствиям. То, что я вам рассказываю дальше, это компиляция всей информации, которую я смогла найти в интернете. Если вы помешаны на теориях заговора и хотите докопаться до правды, то я уверена, что вы найдете еще миллион разных вариаций. Но версия такая. Из-за этого дождя, который покрывал льдом все поверхности, к которым приближался, ветряные мельницы, являющиеся большим поставщиком электроэнергии в Техасе, почти половина из них остановились и не производили электроэнергию, что наряду с понижением температуры до рекордно низких минус 8 градусов в воскресенье ночью дало нам невероятную вспышку потребления энергии. Сами смотрите на графике, как это выглядело в воскресенье ночью, и если вы видите, одна линия обозначает потребности в электроэнергии, как они поднялись, а другая линия обозначает возможность их обеспечить. То есть явно, что потребность была выше. И тогда Министерство электричества, оно, конечно, здесь называется по-другому, но я для краткости назову его так, они приняли решение: правильно, больше энергии мы произвести же не можем, а вот заставлять их потреблять меньше мы можем легко. И они отключили электроэнергию примерно в 70% жилых домов, квартир, апартментов в городе Хьюстоне. И это, я вам скажу, были не шутки совсем. Когда вы просыпаетесь утром, все покрыто ровным слоем льдом и снегом, и в квартире холодно. Не забываем, что все дома и все квартиры в Техасе отапливаются с помощью электричества, в редком случае газа, но меня уже в комментариях к предыдущему видео поправили, что даже чтобы зажечь газ, нужно им электричество. Короче, это было настоящее стихийное бедствие.
И что же начало происходить? Надо понимать, что американцы народ очень вольнолюбивый, делаем, что хотим, идем куда хотим, знаем, на что имеем право, всегда требуем то, что нам положено. Поэтому, естественно, утром проснувшись, начались звонки, начиная от полиции, заканчивая конгрессменами с попыткой понять, что происходит и какого черта. В тот час же мгновенно выпустили официальную версию о том, что в связи с похолоданием недостаток электроэнергии, и мы, ребятушки, будем вам электроэнергию тут, то там отключать, чтобы то у одних было, то у других, чтобы вы совсем не померли, но тем не менее, чтобы электроэнергии количество потребляемой мы могли сравнять с количеством предоставляемой. Однако, чем это обернулось на практике? Рассказываю только на примере вот моих самых ближайших знакомых, о ком я знаю, что это в действительности происходило. Моя коллега по работе, не было электричества 30 часов. Одна моя знакомая, электричество дали на 5 часов, не было 12. Лично я сама, у меня электричество бывает с 10 вечера до 8 утра уже третий день подряд. То есть ни на какое веерное и точечное отключение это совсем не похоже, это больше похоже на издевательство над народом. И в условиях, когда ничего здесь не приспособлено для сохранения себя в холодной температуре, это, конечно, просто настоящая катастрофа. Справедливости ради нужно отметить, что техасцы не такие уж на самом деле маменькины сыночки и дочки и размазни. Исторически Техас расположен на границе с Карибским бассейном, и ураганы и сильная шторма – это практически норма жизни. Они случаются раз в году, и иногда они происходят очень катастрофически серьезно, как это было, например, с ураганом Харви в 2017 году. Как вы видите на кадрах, самая большая проблема этого урагана была не в самом урагане, и повреждения были больше от того, что из-за особенностей движения воздушных масс и вот этих грозовых туч они стояли над Хьюстоном больше 3 дней, и привели к тому, что на Хьюстон вылилось рекордное количество дождей из-за наших глинистых почв и абсолютной плоскости. Уходить этой воде было некуда, и в итоге случилось, что случилось. Однако же надо отметить, что к ураганам хьюстончане подготовлены достаточно хорошо. Существует такая практика, как, знаете, hurricane preparedness, то есть в каждом доме есть запасы батареек, какой-то воды. Достаточно распространенное дело – это генераторы, но не настолько распространенное, чтобы они, знаете, как вот взяли и включились во время похолодания. Хьюстончане и вообще техасцы в целом, они, конечно, больше привыкли справляться с вещами, которые связаны с тем, чтобы не умереть от жары, чем не околеть от холода. И я понимаю сейчас, что для них все это настолько в новинку, и настолько странно, и настолько шокирующе. Другая проблема, о которой я уже упоминала в предыдущих видео, это полная неподготовленность к зимним условиям ни водителей, ни дорожных служб. Ну, ясное дело, раз такие события случаются раз в 200 лет, какой смысл держать парк этих снегоуборочных машин, реагентов, обслуживающего персонала? И, соответственно, водители, которые в Техасе вводят по разным мнениям достаточно быстро, некоторые даже считают, что агрессивно, никто не представляет, как управляться с машиной на ледовом покрытии или на снежном накате. И, соответственно, я наблюдаю сейчас на дорогах очень мало машин, и это очень разумно, люди предпочитают оставаться дома. Я уверена, что и пандемия сыграла свою роль, что особо никому никуда не нужно ездить, и отсутствие электроэнергии, где бы то ни было, значит, закрыты все офисы и любые бизнесы. Но факт остается фактом. При всем при том, что условия на дороге вообще сильно не фонтан, аварий и катастроф достаточно мало, что и слава богу. Как справляются люди, как выживают, спросите вы. Я сейчас попробую вам рассказать. Во-первых, конечно же, надежда на доброго царя, на супермена, на какие-то службы спасения, она по-прежнему имеет место быть. И первое, что люди делают, когда обнаруживают себя в темном доме без электричества и без тепла, это не попытки законсервировать и сохранить как можно больше тепла и расходовать его как можно меньше, а звонки в разнообразные службы с попыткой топнуть ногой и закричать: доколе это будет продолжаться. На сегодняшний день объединяются все, кто может, приглашают к себе, у кого есть электричество и вода, на погреться, на остановиться.
В связи с тем, что это веерное отключение, никакое не веерное, а вообще непонятно по какому принципу, в некоторых районах вода и электричество есть на постоянной основе, люди съезжаются туда, благо в Техасе у нас нет проблем с огромными домами, с большим количеством гостевых комнат. Другой вариант – это отели. Очень многие люди еще в первую ночь, когда отключили электричество, стали переезжать в отели, потому что, это не человеческие условия жизни, когда ты должен находиться в доме целый день в полноценном обмундировании, как, допустим, для катания на лыжах, и функционировать так, и спать так. Это какая-то фигня, так быть не должно. Третьей темой стали, конечно же, разнообразные благотворительные фонды и организации. Многие церкви организовали у себя согревающие центры, так называемые, где есть тепло, где есть какие-то места для сна, есть какая-то горячая еда. При церквях, в наших традиционных местах у нас есть большой конвеншн-центр в Хьюстоне, там организовали такой центр. То есть туда не обязательно идут только непременно бездомные. Очень многие люди, у которых никого нет почему-то. Очень многие люди, которые не могут себе позволить отель. Очень многие люди, которые пожилые и им некуда пойти. Они отправляются в такие места. И интернет, сейчас социальные сети полны такими призывами. Если вам нужна помощь, дайте знать, мы вам привезем, отвезем, кому что, куда. Делают доставку продуктов. Люди как могут стараются помогать друг другу, и это, конечно же, здорово. Как всегда, с окончанием любых природных катаклизмов на самом деле все не заканчивается. Так и у нас. После того, как морозы попустили, начали всплывать на поверхность другие проблемы, как, например, замерзшие трубы. В силу того, что инфраструктура здесь совершенно не приспособлена к минусовым температурам, изоляцией труб никто особо не озабочен. Поэтому при малейшем понижении температуры эти трубы перемерзают и приводят к большим проблемам в домах. И это потом влечет за собой очень большие ремонтные работы. Иногда жильцам приходится выезжать из дома и жить где-то еще, пока их дом не починят. На сегодняшний день самым дефицитным товаром в магазине являются трубы. Буквально сегодня моя коллега рассказывала, что когда ее муж приехал к открытию хозяйственного магазина, все 18 человек, которые стояли на входе, дружным отрядом побежали сразу в отдел труб, и ему досталась только одна трубка. А продавец кричала: «Не больше одной трубы в одни руки! Не больше одной трубы в одни руки!» Самое страшное всегда в подобных историях – это не лишение, которое приходится людям терпеть, а ощущение полного бессилия, отсутствие какого-либо контроля, что для любого зрелого взрослого человеческого существа просто смерти подобно. Все, что остается делать, это просто считать часы до следующего включения электричества. Когда его включают, быстро что-то делать, продумывать еще какие-то возможные варианты сохранения энергии. В моменты отключения электричества ждать просто следующего. Ну и, конечно же, составлять списки, потому что, как бы ни говорили, что это бывает раз в 150-200 лет, никто никогда не знает, когда это снова повторится. Поэтому лично я всерьез рассматриваю вопрос покупки генератора. Или, может быть, переезда куда-нибудь еще. А куда переедешь? По всему миру сейчас такое происходит. Это все, что я хотела вам сегодня рассказать. Спасибо, что дослушали до конца. Мне интересно ваше мнение по поводу всего происходящего. Глобальное потепление, глобальное похолодание, теория всемирного заговора. Вы будете сейчас смеяться, но действительно в американском интернете существуют форумы, где люди всерьез говорят о том, что это кто-то подстроил, так сманипулировал климат, чтобы этот арктический фронт к нам пришел. Мне кажется, это уже просто санитары не досмотрели, и эти люди каким-то образом попали в интернет. А вы как думаете, может ли кто-то так сманипулировать климатом?